Всем привет, кто давно меня смотрит и кто присоединился только сейчас. Прошлым летом я проехал из Москвы в Барселону на электричках с 60 пересадками. Сделал из этого мини-сериал. И сегодня в заключительной серии предлагаю еще раз взглянуть на весь маршрут, подвести итоги и выбрать победителей. Серега, давай! Для старта я выбрал киевское направление, просто потому что по белорусскому уже неоднократно ездил, а в Калуге еще ни разу не был. Далее исполнил давнюю мечту и побывал на знаменитой станции Сухиничи, где меня уже ждал ночной рельсовый автобус. Ранним утром я направился на таинственную станцию Заносная, где на рассвете поснимал H2, на одной из которых и уехал в Смоленск. Там сменил рут тока на переменные и на приграничной станции Красное пересел на поезд белорусской железной дороги. И начались эти прекрасные, нетронутые красно-серые ливреи РЖД синие электрички с черными сиденьями. И все 600 километров по этой чудесной стране я провел, высунувшись в окно. В Бресте тепловозный челнок отвез меня в Польшу, страну, чьи поезда невозможно спутать с другими. К сожалению, под натиском моды идентичность теряется, и большую часть пути мне пришлось провести в довольно безликих поездах, наблюдая красавцев ЕН-57 только на вокзалах, уходящими вечно не туда. Большую радость вызвали знаменитые чешские автоматрисы. Я здорово полазил по горам на границе со Словакией. Сеть железных дорог обширная, везде очень много движения. Я ездил по стране словно по городу на трамвае. Закончил этот день в Братиславе. Туда я смог ненадолго заехать в Венгрию, а затем, не особо горя желанием разбираться в ужасном сайте австрийских железных дорог, просто сесть в скоростной экспресс и немного отдохнуть, разглядывая депо, сортировочные станции и прочие пейзажи за окном. В Словении тоже оказался чудесный подвижной состав, а вот пейзажи в восточной части страны выглядят лучше снаружи поезда, да еще через такие грязные окна. Ведь буквально на следующий день на этом участке был паровоз с открытым вагоном, пешком перешел теперь уже бывшую границу с Италией и начал знакомство с железными дорогами этой страны. В первый день все поезда были новые, в общем-то ничего интересного не происходило. А вот на второй день я смог посмотреть и новый дизель, и старый дизель, мчащийся среди урожайных полей провинции Павия. Очень не хотелось, но пришлось возвращаться из сельской местности в городах. И на примере Турина я смог прикинуть, во что бы мог превратиться Торжок, если бы там сделали трамвай. Далее настало время перехода через Альпы по медленной, но очень красивой линии с историей. В Ницце началась единственная на этом маршруте линия узкой колеи, увозившая меня вглубь провинции Прованс-Альпы, Лазурный берег. В следующий день я двигался очень медленно, наворачивая круги и круги из-за тотального погрома линий в французских Верхних Альпах. Но я не ставил себе цель доехать быстро, я хотел доехать интересно. И хотя все поезда во Франции одинаковые, я все равно был очень счастлив застать эти глухие региональные линии живыми. До дома уже оставалось всего ничего по болотам регионального парка Нарбонна. В Перпиньяне увидел первый дорожный указатель на Барселону и купил жене настоящий французский багет. Долгая поездка наконец-то подходила к концу. В общей сложности я проехал 4500 километров, проведя в движении ровно 76 часов со средней скоростью 60 км в час и заплатив за все билеты около 400 евро или 28 500 рублей. Для сравнения, поезда Москва-Париж и Париж-Барселона в сумме проезжают 4100 км на 48 часов и стоят те же 400 евро или 28 000 рублей. Поезда Москва-Ницца, Ницца-Монпелье и Монпелье-Барселона едут 58 часов и стоят, угадайте сколько. Оба этих маршрута являются оптимальными по расстоянию, второй медленнее по времени из-за движения по горным дорогам. Расстояние по бесплатным автомобильным дорогам короче на 10%, займет 41 час. При расходе 5 литров и баке 50 мы сожжем примерно 100 литров российского бензина и 80 европейского, что обойдется в 150 евро или 11 000 рублей. Ну а авиационное расстояние составляет 3000 километров. В среднем самолет летит 4,5 часа и стоит столько же, сколько бензин. А если вы хотите поддержать меня или просто порадовать себя или других любителей железных дорог, вы можете купить вот эти стикеры с электричками. Есть с нашими электричками, а есть с чешскими и польскими. Вот на таком принтере мы их печатаем, вот на таком плоттере режем. Я сделал эти стикеры, чтобы брать их в путешествие и клеить на столбы на станциях. Пусть люди вспомнят, как выглядят по-настоящему красивые поезда. Ссылка в описании. Теперь давайте посмотрим на все это в разрезе отдельных стран. Самая большая страна этой поездки – Франция, 800 км, но думаю, если вырезать 3 пробеги, то получится примерно 700, как в России и Италии. А вот в ценах равенства нет, французские железные дороги очень дорогие и съели чуть ли не половину моего бюджета. Самые дешевые железные дороги в Беларуси. Средняя цена за 100 км составляла чуть менее 1 евро. Российские железные дороги в 3,5 раза дороже. Также мне показалось разумным разделить Польшу по перевозчикам, потому что цена может отличаться в 2 раза, и у полрегиона даже на несколько центов меньше, чем в России. Средняя цена путешествия 9 евро за 100 км, а разброс цен достигает 17 раз. Если бы весь маршрут обслуживала белорусская железная дорога, то путь обошелся бы в 40 евро, а если бы французская, то 730, как бизнес-класс в самолете. Теперь сравним среднюю скорость поездов.
Конечно, это будет довольно сомнительное сравнение, потому что этот параметр во многом зависит от расстояния между остановочными пунктами, которые во всех странах разные. Но результат однозначен. Самая низкая средняя скорость в России – всего 50 км в час. И это я еще так называемый экспресс Москва-Калуга не убирал из статистики, как сделал для многих других стран. А вот самая высокая средняя скорость в Польше, хотя там я ехал на точно таких же поездах со всеми остановками каждые 3-4 км. Сравниться с ней может только Италия, где больше половины остановок поотменяли даже у самых-самых региональных поездов. Перейдем к конкретным поездам. В абсолютном зачете самым быстрым был вот этот Hitachi Vivalta, проехавший 30 км из Венеции в Падую за 15 минут. То есть на самом деле довольно часто останавливающийся поезд едет 120 км в час. Но если, как я предлагал, убрать все экспрессы, то номером один будет вот этот Bombardier класс Z23500, доставивший меня из Леврона в Авиньон со скоростью 85 км в час, останавливаясь при этом каждые 5-10 минут. Следующий за ним итальянский поезд 11 участков ехал полчаса без остановок. Ускоренному по нашим меркам, но обычному по европейским электропоезду Оша-Минск достается третье место за 75 км в час. Что интересно, так это то, что и между Ошей и Новой Жизнью, и между Мантуей и Кадонью, и между Турином и Куньо одинаковые 89 км, проезжаемые с одинаковой скоростью за одинаковое время – 1 час 11 минут. Не считая челнока Брест-Тиресполь, самые медленные поезда обитают на горной линии из Куньо в Ниццу, а между ними ровно посредине втиснулся наш родной Р1 из Сухиничи-Фаянцево. Самый дорогой не французский, не австрийский поезд был чехословацкий. Из-за проблем трансграничного движения, в итоге похоронивших его, тариф был выше, чем из Ниццы в Динь. Самые дешевые поезда в Европе, как мы уже говорили, это польские Полрегио. Ну а кроме них я довольно дешево проехал вот этом чешском ПДСе, который оказался дешевле всех их электричек. Теперь поговорим о субъективном. Самый красивый поезд поездки это безо всяких вариантов EN57. Помимо милых фар, мне еще нравится сохранившаяся золотых 60-х форма кузова и двери с поручнями снаружи. Очень красивая цветовая схема на H2. И, кстати, РЖДшная телевизия тоже на нем здорово лежит. Ну и, конечно же, синий рижский R9 с флагом Беларуси по бокам. Совершенно не нравится вот это 22WED, колей слазких. У них, в принципе, брендбук составлен из каких-то случайных цветов, а когда им красят такой достаточно безликий поезд, получается совсем уныло. 312-й славянских железных дорог тоже абсолютно никакой симпатии не вызывают. Такое ощущение, что просто поставили все элементы кузова в начало координат, обдули в трубе и сместили на минимальное расстояние, чтобы они друг на друга не наползали. Но вместе с тем результат обдувки поменялся как можно меньше. Ну а самый некрасивый поезд, по моему мнению, это вот. Они все в таком состоянии. 25 лет безуспешной борьбы с граффитистами, написанные на грязном облупившемся лице каждого из них. По удобству и комфорту на первое место я поставлю Bombardier X76500. Очень красивый салон и можно лежать, ну или, кстати, ехать большой компанией. EN57 реконструированные тоже очень понравились. Внутри стильные, сиденья очень удобные, кондиционеры Wi-Fi работали идеально, лучше, чем у меня дома, никогда такого не видел. Вообще никак не узнать, что едешь в Тарантасе 90-го года постройки. А еще понравились, как багажные полки сделаны у Легионова. Я прям представил, что можно полсалона набить велосипедистами, и они все смогут просто положить свои велосипеды на эти полки и никому там не будут мешать. Насчет худшего поезда как-то даже ничего не могу сказать. Может быть, наверное, если бы мне каждый день приходилось ездить на ED4M, я был бы другого мнения. Но судьба так распорядилась, что я теперь живу в Каталонии, вижу эти поезда раз в полгода и каждый раз еду и кайфую. Ах, ну да, Брест-Тиресполь, плацкартный вагон без кондиционера и форточек, полчаса простоявший на платформе, потом 20 минут ехавший 4 километра. Я уже и забыл про это. Зато очень хорошо запомнился лучший момент не только этого путешествия, а, пожалуй, всего года, когда в западной горловине станции Заносная на горизонте появился огонек прожектора приближающейся H2. Это был долгий и тщательно рассчитанный момент, ради которого я проделал долгий путь и поборол страх влететь в лэп или нарваться на копов. И вот, наконец, все расчеты оказались верны, и в плавно двигающийся кадр плавно въезжает красавец-поезд. Фон движется медленно, шпалы мелькают быстро, эти съемки всегда выглядят очень гармонично и целостно. Единственное, чего им не хватает, это звука. И вот топ-3 голосовых объявлений внутри и снаружи. Третье место достается джинглу французских железных дорог. Второе место уходит Полрегио и их очень грустный и уставший от бесконечных польских полей за окном диктору.
Następna stacja. Kobylany. Ну а самое сильное впечатление производит венгерский язык. Теперь обратим внимание на историю железных дорог. Третье место в рейтинге самых старых получает участок между Чехостово и Катовицей, открытый в 1846 году, как часть Варшавско-Венской железной дороги. На втором месте участок австрийской южной железной дороги, и именно Падуя-Венеция Местри, открытый в декабре 1842, и небольшой отрезок в южном пригороде Вены, открытый в мае 1841. Ломбардия и Венеция отделятся от Австрии через 6 лет. Но самая старая железная дорога на моем пути находится во Франции. Это отрезок из Вакера в Ним, введенный в строй 15 июня 1839 года. Теперь посмотрим на самые новые дороги. Движение между Брянском и Вязьмой началось в 1931 году, а это значит, что участок Фаянсовая-Заносная получает третье место. На втором месте участок между Горным Лидичем и Стреленкой, запущенный в мае 1937. И, наконец, подъезд к городу Куньо был завершен только 7 ноября 1937 года, и это и есть самый новый участок железной дороги в моем путешествии. Теперь к поездам. Третье место в списке самых старых занимает Смоленский Р9М 562, построенный в январе 1981 года и прошедший капитальный ремонт в октябре 2017. Второе место получает вот эта итальянская автоматриса, ориентировочная дата производства вторая половина 70-х. И, наконец, самый старый поезд, курсирующий в Словении, был построен в 1974 году и прошел полную реконструкцию в 2011. Пресс-релиз на сайте Словенских железных дорог утверждает, что даже была модифицирована форма кузова для улучшения аэродинамических характеристик. Но на глаз это абсолютно незаметно, и выглядит 46-летний поезд и снаружи, и изнутри просто шикарно. Заметил, что чем западнее, тем труднее искать информацию о поездах. В русскоязычном интернете есть TrainPix, тут для абсолютно каждого поезда и множество фотографий с местом и датой, истории, и комментарии порой полезные бывают. Польша уже не такой удобный сайт и не такой полный, части поездов там нет. Дикое название поезда – это код классификации пассажирских вагонов по международной системе UIC. В Чехии есть атлас вагонов с исторической информацией, но он без фотографий. Есть очень крутой сайт, на котором отмечается, на каком маршруте в какой составности ходил поезд. А вот централизованного места для систематизированного сбора фотографий нет. Есть несколько отдельных сообществ с сайтами из 90-х. Австрийские и итальянские фотографии уже приходилось добывать через Google и по каким-то совершенно адского вида личным сайтам. Удивительно, но во Франции снова есть какой-то каталог. Правда, не по конкретным составам, а по моделям. Да и искать на нем приходилось через Google. Так что здесь у нас есть чем гордиться. Мне еще эта система, когда электропоезд Демиховский 4 тип ЭД4 тоже нравится больше, чем любая другая иностранная. Хотя, конечно, масштабировать ее на международный уровень не получится. Теперь расскажу, как планировал маршрут. С Россией все понятно, хочу на Заносную, еду через Заносную. В Беларуси тоже можно было бы проехать на дизель-поезде по малодеятельным линиям вдоль картофельных и свекольных полей, но я на главном ходу до этого не был, поэтому вот так. Дальше я уже открыл Open Railway Map и начал смотреть на третьестепенные линии и пытаться найти на них пассажирское движение. Очень круто, что у Polregio была карта всех линий, очень помогло. На сайте чешских железных дорог, как я уже рассказывал, можно было строить маршруты исключительно на региональных поездах. Потом оставалось только проверить эти поезда на сайте WagonWeb, чтобы как можно больше поездить на 810-х, и все равно из-за не пришедшего компенсирующего автобуса в Хаупках все расписание сбилось, и пришлось ехать на чем бог пошлет. Это было единственное серьезное отклонение от изначального маршрута. А нет, было еще одно, но в позитивную сторону. Именно на Wi-Fi Polregio, прекрасно работавшем при отсутствии сотовой связи, я совершенно случайно обнаружил, что не обязательно ехать из Братиславы сразу в Вену, потому что можно заехать еще и в Венгрию на автоматрисе. Совершил эту поездку за несколько месяцев до известного исследователя железных дорог Сергея Балашенко. В Австрии сайт железных дорог отвратительный, да и по своему опыту я понимал, что к этому времени уже очень сильно устану. Так что просто выбрал проехать всю страну самым простым образом на экспрессе. В Словении выбора маршрута особенно не было, все интересные линии тупиковые. В Италии и Франции найти региональные линии вокруг предполагаемого коридора движения помог все тот же Open Railway Map. Получился вот такой текстовый файлик. Расписание надо было перепроверять по факту в день отправления, потому что могут быть изменения на несколько минут. Один раз я этого не сделал, сорвалась пересадка и пришлось вызывать такси. Но в целом все прошло по плану и я очень доволен. Вообще я старался везде брать электронные билеты, но иногда приходилось пользоваться бумажными.
И вот словацкие, итальянские и французские билеты на знакомых нам всех бланках. Вот польские билеты, а еще мне там в супермаркете дали карточку. Вот французские билеты на узкоколейную железную дорогу и на автобус с одинаковым логотипом Прованс-Альпes-Côte-d'Azur, а также итальянский ресторанный чек для вписывания цен от руки. Вот российские, белорусские и славянские билеты, просто на чековой ленте. Проездные минские, братиславские и каталонские. И, наконец, все 6 валют, использовавшиеся в поездке. 2000 венгерских форинтов просто так для интереса снял. Это примерно 400 рублей. Ну вот и все. Спасибо всем, кто смотрел, комментил и донатил. Я накупил себе всякого и уже через 2 недели снова еду. Только на этот раз с качественной картинкой и сценарием. Так что скоро будут новые видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся. Электричка Москва-Барселона отправляется с 3-й платформы. Я, наверное, живу незаконно, если даже билет не оформил. И я, наверное, не буду влюбленным, и я, наверное, не буду счастливым. Электричка Москва-Барселона пусть несет меня неторопливо. Мимо волн островами нагретых, мимо низких распластанных сосен, покидая холодное лето, покидая московскую осень, я хотел бы остаться надолго, я хотел бы, да некуда деться. Мимо окон такая погода, но никак не могу я согреться. Не хочу заговаривать первым, не хочу выходить из вагона. Я останусь навеки, наверное, в электричке Москва-Барселона. И я, наверное, не буду влюбленным, я, наверное, не буду счастливым. И электричка Москва-Барселона пусть несет меня неторопливо. Электричка Москва-Барселона пусть несет меня неторопливо.